стали происходить различные экономическо-политические ситуации, которые многих из вас, возможно, заставили куда-то эмигрировать, то для меня Европа представлялась как что-то такое изысканное, особенное, что приезжаешь, и тут все лучше, чем у тебя там. Жизнь ударила просто шваброй по башке. Приезжаю в Варшаву, у меня 2 пакета, в которых находится вся моя жизнь. Койка из поролонового матраса, доски прямо впивались тебе в спину. Просто сжечь все мосты, все возможные. Работал. Я просто разогнался настолько, что я начал зарабатывать даже вот для Польши какие-то, просто баслосновные деньги. Будь то 22 тысячи долларов, как в моем случае, ты их всех распустишь. Что я просто погибал, я плакал. Я вам честно могу сказать, у меня через месяц случился сильнейший нервный срыв. Я хочу вернуться домой, я хочу все оставить, мне уже не надо эти деньги, мне уже не надо эта Польша. На коленях стал возле груши боксерской и плачу. Я, по сути, хоронил ее по вайберу. Через 5 лет у вас ничего не изменится, и вы впадете в такое депрессивное состояние, которое будет валяться в пешеходном переходе, из которого, извините, это видео вам не поможет вырваться. Понятно, что ни одна дама с тобой там что-то более серьезного, чем постель, строить не будет. Всем привет, друзья, меня зовут Олесь Гроднев, мне 36 лет. И сегодня мы с вами поговорим на очень важную, интересную тему. Это как не сойти с ума в эмиграции. Хочу сказать сразу, я не психолог, я не буду вас лечить. Я просто расскажу свою историю. И из этой истории, возможно, вы почерпнете для себя те вещи, которые вам помогут. Потому что это очень важно. Иммиграция недооцененная тема. Только тогда, когда ты сюда попадаешь, вдали от дома, ты понимаешь, насколько важно не потерять себя, не сойти с ума. И сам я прошел через много, и у меня есть что вам рассказать. Так получилось, что меня очень сильно не устраивала моя жизнь на родине. Это может быть не только связано с экономическими, политическими вопросами, это связано прежде всего с моим личным состоянием. Меня не устраивало, как я выгляжу, меня не устраивало финансовое состояние как мужчины, меня не устраивали мои взаимоотношения. И я подумал, что намного круче будет свалить в другую страну, разорвать связь со своим миром и начать жизнь заново. Все-таки, я не знаю, можете это называть кризис среднего возраста, не среднего возраста, но я прям начал это ощущать в 33 года, 32-33. Я начал смотреть видео на ютубе, когда люди переезжают через Мексику в Америку, садятся на трак, зарабатывают баслосновные деньги, ездят на Lamborghini, Ferrari и так далее. Это очень красиво. Да, много работают, конечно, и так далее. И, знаете, я подумал, что вау, это очень интересно для меня. Как бы вам так это рассказать, чтобы это не затянулось на 15 часов видео? Я ухаживал за больной матерью, Царствие Небесное. Все это время, вот с 18 до 33, я себе могу это объяснить, как это уделение времени не себе, не своему личностному развитию, а это жизнь ради родителей и так далее и тому подобное. Это очень важный момент в жизни каждого человека. И вот когда мама ушла с живых, отец, я понял, что в принципе у меня осталась бабушка, у меня остались коты. Все. И стали происходить различные экономическо-политические ситуации, которые многих из вас, возможно, заставили куда-то эмигрировать. И я понял, что мне нужно поехать и попробовать себя в другом месте. Я понимал, что для переезда необходимо большое количество денег. Это основной момент. Притом, как я в будущем понимаю, что вне зависимости от того, сколько денег ты взял с собой на эмиграцию, но ты их всех потратишь. Будь то 2000 долларов, будь то 22 тысячи долларов, как в моем случае, ты их всех распустишь. И только когда ты их всех распустишь и нащупаешь вот это дно, тогда ты будешь вынужден от него оттолкнуться и пойти наверх. Это, к сожалению, правда жизни в моем случае. Я продал квартиру. Мне досталась квартира от моего дедушки. Он сначала подарил ее маме. Мама вступила в очень неприятные отношения, расписалась со своим мужем и потом заболела. Муж ее бросил, не приезжал. И для того, чтобы квартира каким-то образом не пришла ему, она ее переписала на меня.
Когда мама не стала в живых, я эту квартиру реализовал, сделал лазерную коррекцию зрения, раздал долги и закрыл свои домашние проблемы, сделал рабочую визу и поехал в Польшу на работу. То есть для чего? Для того, чтобы пересидеть, посмотреть, попробовать себя в новой стране. То есть я реально думал и реально чувствовал, что мне нужно прям, понимаете, жившие все время с мамой, с бабушкой на квартире, за которую ты не платишь, там, ты не участвуешь там в семейном бюджете настолько, ты просто живешь для себя, там, занимаешься своей белибердой, вот, ты не сталкивался с реальными вызовами жизни, то есть когда за тебя платят, тебе готовят еду, ну, грубо говоря, да, ты мог там где-то подрабатывать, но ты не участвовал в семейном бюджете настолько, насколько это должен участвовать здравый, здоровый и взрослый человек, и взрослый мужчина. Вот, потому что я по ментальному состоянию, даже в 33 года, я чувствовал себя 18-летним ребенком. И все мои действия, они были похожи реально на бред 18-летнего ребенка. Ну, я говорю как есть. И вот я чувствую, что мне нужна вот эта встряска. Когда я приезжаю в новую страну, я еду, перехожу границу, приезжаю в Варшаву, и у меня 2 пакета в руках, в которых находится вся моя жизнь. То есть у меня в левой руке одежда, в правой руке съемочное оборудование, и я понимаю, что что-то нужно делать. Прежде всего, я по интернету нашел людей, которые помогли мне снять жилье. Это был хостел на 4 человека, с тройбанами в основном, с таксистами. Все воняло, все было грязное. Этот хостел был на окраине Варшавы, и, знаете, цена его аренды стоила что-то около $200 в месяц. То есть $200 в месяц для Варшавы за жилье — это очень мало. Но там была койка из поролонового матраса, где доски прямо впивались тебе в спину, и ты просто не мог нормально спать. Знаете, когда я приехал из своей 4-комнатной квартиры в Минске в этот пионерский лагерь, я по-другому, я не буду ругаться, но я по-другому не могу это назвать. Я, честно говоря, офигел. Потому что для меня Европа представлялась как что-то такое изысканное, особенное. Вот, что приезжаешь, и тут все лучше, чем у тебя там. И меня, жизнь ударила просто шваброй по башке. Вот я живу в этом хостеле. Самое главное, что сразу я начал работать. То есть мне сдали машину в аренду, я начал таксовать. Перед этим, когда уезжал, я расстался со своей девушкой. У меня были очень длительные отношения, очень болезненные. И я понял, что мне нужно разорвать вообще просто сжечь все мосты, все возможные. Но на 3-й день пребывания, уже на 2-й, даже, наверное, на тот момент, когда я ехал в автобусе, я еще даже не выехал из Беларуси, меня начало жестко колотить, стало становиться плохо, потому что неизвестность, куда ты едешь, кто тебя там встретит. Я просто не понимал вообще, а правильно ли я решение сделал. На 3-й день я в жесткой депрессии. Да, у меня появились деньги, то есть я начал зарабатывать деньги в новой стране, без знания языка, без знания города и так далее. Я таксую, я зарабатываю, у меня есть деньги. Но у меня даже нету желания их тратить. Я просто не понимаю, куда я их буду тратить. Да, я купил продуктов, я сходил в ресторан, я заправил машину, все, у меня дальше непонятно. Деньги вываливаются из кармана, потому что я много работаю, я пытаюсь, знаете, гиперкомпенсировать, заглушить вот это свое расставание с родиной. Мне звонит бабушка, мне звонит дядя, спрашивает, как у тебя дела, что как. И в общем, меня тянет назад, очень сильно тянет назад. По мере того, как я продолжаю работать, это все можно проследить на моем канале. По мере того, как я продолжаю работать, меня начинает тянуть все сильнее и сильнее домой. Потому что, так как я выехал 5 ноября 2022 года, то 15 ноября у меня день рождения. И я всегда свое день рождения праздновал вместе с девушкой, вместе с родными, вместе с друзьями. А тут я его встречаю в автомобиле. Это просто был какой-то конец. Я вам честно могу сказать, что я просто погибал. Я плакал. Я вам честно могу сказать, у меня через месяц случился сильнейший нервный срыв. Сильнейший нервный срыв. Я хочу вернуться домой.
Я хочу все оставить. Мне уже не надо эти деньги. Мне уже не надо это Польша. Я просто хочу купить билет и уехать. Но я понимаю, что очень много всего сделано за это время, что я разорвал все. И я должен терпеть. Я должен терпеть. Я должен эту ситуацию перетерпеть. Через 3 недели от этой депрессии у меня, я не бухаю и не принимаю никакие антидепрессанты, ничего. То есть у меня лично вот все держится на моем внутреннем состоянии здоровья. И я очень невротический человек, чтобы вы понимали. Очень чуткий, творческий, невротичный и очень эмоциональный человек. Все проблемы я проживаю через свое собственное... Ну, такой я человек получился. Я проживаю через свое собственное тело. И я порой иногда не могу со своими эмоциями совладать, потому что у меня в голове иногда творится кавардак. И я загоняю себя в жесткую болезнь, когда у меня повышается температура, у меня 40-41 температура, я еле дохожу до аптеки, я покупаю жаропонижающее, лежу, истекаю потом и понимаю, что если я сейчас умру вот тут вот, на этой койке, вокруг старибанов, просто, извините, меня закопают и даже не вспомнят. Дело в том, что у меня в Европе есть друзья. Кто-то живет дальше, там, в Германии, кто-то живет в Скандинавии, кто-то живет там, в Литве и так далее и тому подобное. И я начинаю тратить деньги для того, чтобы к этим людям ездить. То есть я поехал в Финляндию, провел там прекрасное время. Я поехал западнее, там, в Чехию, я поехал в другие страны. Но это не помогало. И я тогда принимаю решение, что мне нужно из Польши уезжать, у меня рабочая виза, мне нужно ехать дальше, потому что меня Польша не устраивает, мне не нравится язык, он неприятный для меня, мне не нравятся доходы, зарплаты, хотя я на тот момент, вот когда я работал, я мог зарабатывать запросто даже по $2500 в месяц. Те деньги, которые я на родине никогда не зарабатывал. Я тут настолько просто вот этой депрессухой, что я работал, снимал YouTube, работал, монтировал, снимал YouTube, что я просто разогнался настолько, что я начал зарабатывать просто какие-то, даже вот для Польши, какие-то, просто баснословные деньги, просто вот на такси. Понимаете, насколько вот пошла именно вот эта депрессуха. Я ее глушил. И в конечном итоге я принимаю решение ехать в Америку. Это видео вы можете посмотреть вот по ссылочке. Его посмотрело уже порядка 400 тысяч человек. И меня туда не пускают. В Америку. В общем, я возвращаюсь обратно в Польшу и понимаю, что мечта о Америке у меня нагрелась медным тазом. И мне придется уже продолжать жить в Польше. Придется. Я держу связь с родными, бабушке становится плохо, и она умирает. Я помню тот момент, когда я на тренировке, мой тренер Роман, привет тебе, подходит, спрашивает, что с тобой, а я так на коленях стал возле груши боксерской и плачу. Он говорит, что произошло? Я говорю, бабушка умерла. Я ее очень сильно любил. И он меня очень сильно поддержал. Но это ударило меня очень сильно ударило. Я, по сути, хоронил ее по вайберу. Я в этом, кстати, не один. У меня тоже есть друзья, которые отцов хоронили, они не могли возвратиться к себе домой. И это очень дико. Но, как ни странно, есть в этом и некоторые положительные стороны. Когда я лишился дома, когда я не попал в Америку, когда, по сути, умер последний родной мне человек, у меня еще остался дядя. Да, поумирали коты, которых я любил, которых я не смог сюда забрать. Я понял, что последний мост сожжен. Все, меня больше ничего не держит на родине. Я предоставлен сам себе. И вот это был тот поворотный момент, который заставил меня понять, что я один, и я никому ничего не должен. Что все, что было позади, все позади. И я начинаю свою новую жизнь. Не половинчатую, не какую-то эмиграционную, а я начинаю
новую жизнь. Я начал бизнес в аренде авто. Вы тоже можете посмотреть это видео. Оно набрало уже больше 50 тысяч просмотров. Это неудачный бизнес был. Но я те деньги, которые у меня были, вкидываю в покупку автомобилей, вкидываю в развитие бизнеса. Да, пускай он оказался не совсем, абсолютно невыгодный, но, по крайней мере, у меня остался огромный опыт с этого всего. И я начинаю заниматься этим бизнесом. Этот бизнес, он забирает все мое время, и у меня даже нету, поверьте мне, нету времени париться по поводу там своей жизни, потому что я вот полностью, в этом бизнесе. В тот же самый момент у меня остаются деньги, я путешествую на своей машине. В общем, я трачу деньги, пытаюсь их зарабатывать, потому что я уже на тот момент понимал, что у меня вот есть хороший знакомый, Леша Боровой из Америки. Привет тебе, Леша, он тоже переехал в Америку, и он мне один раз сказал, что, чувак, а что ты паришься? Начинай жить, общайся, встань на Тиндер, общайся с девчонками. Там, я не знаю, ходи в клубы, ходи на дискотеки. Не откладывай жизнь потом. Живи сейчас, кайфуй, иначе ты просто сойдешь с ума. Я, в общем, ездил, путешествовал, смотрел страны. После этого я, будучи в этом бизнесе, столкнулся с проблемой документов. То есть меня могли депортировать. Я столкнулся с проблемой ВНЖ. И постоянно, конечно, терзал финансовый аспект. Денег постоянно не хватало. Слава богу, что я являюсь таким человеком, который очень любит заводить новые знакомства. Очень любит общаться с людьми. По мере того, как я снимал блоги, занимался своим бизнесом, у меня начали появляться в эмиграции разные интересные знакомства, интересные люди. По бизнесу и не только. И знаете, уже через 1,5 года того, как я тут нахожусь, а я нахожусь чуть больше 2 лет, я начал понимать, что я с друзьями, даже вот из моей Беларуси, вот тут, в Польше, чаще вижусь, чем я виделся на родине. То, что у меня встреч, поход в кафе, в ресторан, совместные какие-то вылазки, их намного больше, чем это было у меня на родине. То я начал чувствовать, знаете, где-то на каком-то, где-то в глубине души, где-то прямо на коже начал чувствовать, что для того, чтобы не упасть в депрессию и не сидеть в жестком тильте, мне необходимо обязательно заниматься спортом. Я надевал кроссовки, бегал по 5 километров под любимую музыку, садился на велосипед, ездил по 50 километров вокруг Варшавы. Я забирался в какие-то варшавские джунгли. Я проводил по 2 тренировки в день в своем боксерском зале. Я не знаю, и самое главное, вот в моем боксерском зале, многие знают, где я занимаюсь. Там настолько, знаете, вот я понял, что для мужчины очень важно, если вы мужчина, это попасть в комьюнити сильных, сильных мужиков. То есть то, когда ты приходишь, ты понимаешь, ага, вот этот этим занимается, у этого этот бизнес, у этого этот бизнес, этот просто хорошо дерется, это этот. И в любом случае, там, в тренажерном зале или в раздевалке вы там общаетесь, узнаете кто и как. Таким образом у меня появились очень классные контакты. Где-то это просто классные друзья, с которыми можно пойти попить пиво. Кто-то это серьезные специалисты, богатые люди, которым хочется стремиться и с которыми просто классно, интересно находиться. Сильные, так сказать, мира сего. И это все происходит через боксерский зал. И я понимаю, что у меня в телефонном справочнике спустя 1,5 года у меня есть люди, которые могут решить любой вопрос. Вот любой вопрос. Ты хочешь починить машину, хочешь проблемы там в правовом поле, есть адвокат, там. То есть ты уже за 1,5 года за счет твоего общения, за счет того, что ты везде ходишь, ты пробуешь разные активности, ты обрастаешь огромным количеством связей. И это реально улучшает и облегчает вообще жизнь в новой стране. Что происходит дальше? Я закрываю свой бизнес, у меня остается моя одна машина, на которой я работаю, просто обычная развалюха, но тем не менее просто рабочая машина. Когда я сюда приехал, спустя, сразу я подсчитывал свои доходы. То есть я понимал, что мне нужно там зарабатывать каждый день минимум по $50, для того, чтобы там 25 уходило там на аренду автомобиля, 25, какая-то часть уходила на жилье, вот, какая-то часть уходила на
Ну, и на еду, и мне там оставалось там, каких-то там $25, к примеру, просто на развитие, да, ну, чистыми. Когда же тут начал жить, я уже спустя 1,5 года, чтобы вы понимали, я иногда вообще не выезжал на работу, вот, ну, в такси, а иногда работал по 3 часа, по 4, иногда забивал, иногда там вообще просто. И мне хватало денег. То есть я не боялся о финансовом благосостоянии. Ну, у меня моя машина, я могу работать, ну, а остальное все время стрелять в воробьев. То есть я расслабился. У меня появилась даже своя зона комфорта. Понимаете? Вот. И все мои цели, которые я там ставил, стать очень знаменитым, богатым, популярным блогером, они где-то там оставались, потому что вот я понимал, что кофе я куплю, мясо я индюшатину ем каждый день. Там, ну, как бы на тренировке я могу себе позволить. То есть я нашел зону комфорта, которая потом, кстати, в будущем очень сильно меня подведет. Вот вы сейчас узнаете. Я попросил, чтобы они меня переселили из того петушатника, в котором я жил, и где я просто вешался от запаха носков. В этом хостеле, где я жил, там были отдельные квартиры, можно так сказать, с собственным душем, собственной там кухней. И я, в общем, сначала начал жить с моим знакомым, которого я переманил сюда, а потом знакомый съехал, и я вообще начал жить один. То есть моя квартирная плата была 2200 злотых в хостеле. Эти деньги я запросто закрывал. Вопрос жилья я запросто закрывал. Мне этого стало мало. Так подвернулось, что мой знакомый выезжал из этой квартиры, и я улучшил свои жилищные условия. Улучшил прям на порядок просто. То есть в той квартире, в которой я нахожусь, у меня есть офигенная кровать, собственно, рабочая зона, как офис, нормальная кухня, стиральная машина, там та, которая была там платная за 10 злотых одна стирка. У меня есть какой-никакой душ, прекрасный балкон с классным видом, где можно пить кофе на шезлонгах. У меня классный район, далековато от центра, имеется в виду, что там 15 километров, но так как я на машине, у меня частная парковка со шлагбаумом, у меня подземная парковка. То есть я могу за 15 минут до центра долететь, потому что тут трасса, получается, в Варшаве 120 км в час, можно ехать на определенных участках. И, в общем, это круто. Дальше, улучшив эти условия, я понимаю, что я еще попадаю в большую зону комфорта. То есть я еще меньше работаю, я еще меньше думаю о своем будущем. Я просто кайфую. И я вспоминаю, ага, а чем бы мне еще хотелось позаниматься, что я хотел еще там в детстве попробовать. Там, научиться стрельбе из боевого оружия. Это круче секса, я вам отвечаю. Я всегда хотел, я занимался музыкой в юношестве. И я играл на гитаре. Но мне всегда нравилось играть на барабанах. Бац! Мне в интернете, в инстаграме там выкидывается ролик по таргетированной рекламе. Там я попадаю на курсы игры на барабанах, и там я за 3-4 занятия я уже понимаю, что это такое, и я уже, в принципе, играю на барабанах. Я там думаю, а мне бы хотелось, чтобы у меня был пресс. Я вешу 103 килограмма, и я ставлю себе цель там весить 90. У меня появляется нормальное телосложение, которое мне всегда очень нравилось. Я начинаю заниматься собой еще побольше, заниматься спортом, заниматься собой. И начинаю потихонечку обволакиваться этой настоящей жизнью. Я начинаю двигаться именно туда, куда я действительно хотел, к этому счастью. Именно тут. Знакомлюсь с интересными людьми, я влюбляюсь, я разлюбляюсь, в общем. Суть в том, что я попадаю в определенное комьюнити из разных людей. Я определяю для себя, что я хочу
общаться не просто с таксистом, я хочу заводить знакомства с людьми, которые являются супер там авторитетами в каких-то там своих сферах. Вот. И я начинаю общение с людьми, которые зарабатывают там в 5 раз больше, чем я, которые зарабатывают в 10 раз больше, чем я. И я, попадая в это окружение, я понимаю, что я просто не дотягиваю до них. Я не дотягиваю не только в финансовом плане, я не дотягиваю и в личностном плане. Я начинаю находить, после того, как я попадаю в это окружение, я начинаю понимать, что я как мужчина не реализован. Да, я чем-то там занимаюсь, но я понимаю, что мне надо расти личностно. Я начинаю учить английский. Understand what I mean? You have the subject and then verb, and then everything afterwards is basically the object of the sentence. Кстати, в онлайн-курсах. И знаете, вот у меня всегда было желание понимать ролики на YouTube. Мне всегда было большое желание общаться с туристами, к примеру, там, или куда-то выезжать, и не чувствовать языкового барьера. Через 1,5 года я понимаю, что мой уровень английского довольно-таки неплох. То есть я уже могу изъясняться, я слушаю видео на YouTube, мне не нужно там переводить. То есть это очень круто. Я смотрю фильмы и начинаю уже, если там не все, как бы не весь текст, но я уже начинаю. Это была моя мечта выучить английский язык. Что по поводу польского языка, я его специально не учу, он сам приклеивается. То есть это настолько интересный язык, что ты просто попадая в среду, вот у меня тут тетя живет, я ездил на Рождество, мы вместе праздновали, попадая даже на один день в среду поляко-говорящих, то есть этот язык просто, это очень простой язык, если ты находишься в среде. И поэтому я понимаю, что по всем фронтам, что личностным, что профессиональным, я начинаю потихонечку нащупывать вот этот фундамент. Но очень важный момент. Для каждого человека есть в эмиграции точки буста такие. Вот для меня такой точкой буста стало, когда я познакомился с девушкой, в которую влюбился, и я просто почувствовал, что я финансово ее не тяну. По внутренним состояниям своим я ее не дотягиваю. Вот, то есть я понимаю, что для того, чтобы вот быть с таким человеком, необходимо прям, выйти на несколько порядков выше. Но после этого я вынес огромный пласт косяков, связанных с детскими переживаниями, да, своими, с детскими косяками, с личностными косяками, с тем, что мне нужно доработать. И это именно приходит через вот эту там влюбленность, да, вот, к примеру. Кто-то из вас может, к примеру, не через влюбленность, кто-то попадает в какую-то щекотливую ситуацию, и это заставляет его как молотом по башке что-то там в жизни начать уже наконец-то предпринимать. Потому что время идет, возраст идет, а если ты мужчина 36 лет, у которого там нету нормального фундамента, даже в эмиграции, то, как бы, понятно, что ни одна дама с тобой там что-то более серьезного, чем постель, строить не будет. Поэтому это очень сильно меня шандарахнуло по башке и заставило задуматься, кем ты хочешь стать, чем ты хочешь заниматься. Окей, ты хочешь заниматься ютубом? Окей. А если у тебя план конкретный финансовый, сколько ты должен зарабатывать, что ты для этого нужно делать? Если у тебя ежедневник, где ты можешь каждый день, хотя бы каждый день, делать по какой-то одной важной вещи. Потому что раньше, когда я был в зоне комфорта, моя жизнь выглядела как я проснулся сколько хочу, заварил кофе и думаю, вот чем же мне заняться, А после того, как я начал общаться с преуспевающими людьми, я просто понял, что преуспевающие люди, они поэтому и преуспевают, что они, когда просыпаются с утра, у них ежедневник, да, и они, вау, вот это, у них нету времени даже депрессировать, задуматься о чем-то там, они делают, они как танк, они как экскаватор, они прут к своей цели в эмиграции, в такой же эмиграции, как и я, добиваются целей, шагают под этой лестницей, в отличие от того, когда ты спишь, и становятся лучшей версией себя. Зачастую бегут люди, которых что-то не устраивает в своей стране. Да? Неважно, что это политика, экономика, там, военные действия, неважно. Но бегут лучшие из лучших. И поэтому тут создается комьюнити суперспециалистов. И
также создается комьюнити и очень ушлых, и очень хитрых людей, которые будут тебе трындеть в глаза, а за спиной решать за счет тебя твои шкурные интересы. И таких людей я повстречал, и таких людей. То есть вот за эти 2 года, когда я сюда приехал, я прожил 10 жизней. Начал учиться разбираться в людях. Я повстречал людей и взял от них что-то полезное. Я стал сильнее. Я понял, что меня не сломать. Я понял, что в любую страну меня отправь, найти где жить, что поесть, что намазать на хлеб, что одеть, на чем поездить, я точно смогу. Если я смог тут, смогу и там. Эта уверенность, она формирует тебя как личность. И у меня сейчас, если честно, нету никакого сентимента по поводу своей родины. Никакого. Я смотрю фотографии, я смотрю там друзей в Инстаграме, я смотрю это. Я понимаю, что если 2 года назад я еще хотел туда вернуться, то сейчас это меня не тянет. Потому что у меня уже новая жизнь. И имея, да, у меня может быть немного времени, как у молодого человека, да, какого-нибудь 18-летнего, но у меня есть опыт, который я могу использовать для того, чтобы в кратчайшие сроки сделать из своей жизни конфетку, сделать то, что я хочу. Что мне помогло? Прежде всего, это учить язык, будь то английский, будь то польский. Это первый момент социализации. Второе, это обязательно загрузить себя жестко работой. Жестко настолько, чтобы вы просто... У вас не было времени вообще о какой-то депрессии. Третье. Конечно же, начать заниматься психологией. И может быть кому-то нужен психолог. Мне, к примеру, не нужен психолог, но я все равно там слушаю вебинары, все равно слушаю уважаемых людей в этой сфере. Для того, чтобы понять все-таки, ну, как бы, где мне что там подкрутить и так далее, что мне препятствует в нормальной жизни. Конечно, может быть кому-то нужен психолог. Конечно же, спорт. Для мужчины очень важен спорт. Конечно же, я видел много людей, которые заглушали вот эту проблему иммиграции алкоголем. Заглушали различными веществами, и ничего хорошего с этого не произошло. Кто-то из них вернулся домой с огромным минусом, кто-то из них даже начал бомжевать. Да. Я вам как-нибудь расскажу, конечно, историю. У меня их очень много, на самом деле. Вот одна из них в том, что у меня есть один знакомый, который я очень давно знаю. И когда он сюда приехал, он настолько не был приспособлен к работе, что когда он уже одолжил деньги у всех знакомых, которых только возможно, у всех просто, на улице, в хостеле и так далее, и когда его выгнали, и он жил в кустах, ребята, жил в кустах. Я когда ему звонил, он говорит, положи 3 злотых мне на телефон. Я ему звонил, я говорю, ну что, ты там жив? Он говорит, да, сейчас пошел в церковь, супа налили, все, постоял в очередь, супа налили. Я говорю, и что, тебя, ну, как бы устраивает такое? Может быть, там стоит на работу куда-то там устроиться? Он говорит, не, нормально, вот лето я в переходе сплю, все нормально, все хорошо. Знаете, есть в Библии такое выражение, что падающего пни. И это тот случай, когда если бы человек не упал на самое дно, он бы никогда в жизни не смог бы измениться. Сейчас, за этот год, от бомжа, по сути, варшавского бомжа, человек на своем собственном автомобиле купил автомобиль, работает в доставке, да, может быть, там не работает бизнесменом, в доставке, и имеет деньги, чтобы себя прокормить, имеет деньги, чтобы оплатить жилье, и даже помогает поляку, который с ним живет, его кормит. Вот что происходит с людьми в эмиграции. Что не сломался, пошел вперед. Красава. И таких историй у меня много, ребята. Очень много. Просто мы с вами еще не так сильно знакомы. Вот, если вы будете подписаны на мой канал, то, конечно, вы их услышите еще больше. Помимо, и, конечно, работа, хобби, начинать жить, ходить на свидания, потому что что так не радует человека, как чувство влюбленности, общение с противоположным полом. Меня очень положительно мотивирует вот это все. Я хочу становиться лучше как мужчина. Я там, во всех аспектах. То есть я очень люблю вот эти вот взаимоотношения с противоположным полом. Очень сильно люблю. И я прям становлюсь лучше с каждым. Я так чувствую, ты такой, типа, да, ты нравишься кому-то.
блин, если бы вот это сделал, да, вот это был бы еще лучше, вот это был бы еще увереннее, вот это был бы еще лучше, вот это был бы еще, вот, это круто, офигенно просто. Конечно же, это цели и это четкий план. Если ты действительно приехал, ты должен начать жить прямо сейчас, тут, прямо сейчас. И у тебя нету ни единой причины для того, чтобы не преуспеть. Ни единой. Ты обязан себя, если ты принял, вот, спалил мосты, если ты принял, все, это твоя страна. Это твоя жизнь на ближайшие там 10-15 лет. Ты вернешься домой, если ты захочешь, ты вернешься домой, ты будешь другим человеком, богатым, финансово развитым, морально устойчивым, во всех красавчиком просто. Все твои одноклассники, однокурсники, все люди, которые сидели там, они будут говорить: вау, ну это все, он сделал себя сам. Почему люди в эмиграции, вот я вам тоже еще расскажу ситуацию, почему люди в эмиграции добиваются больших успехов? Потому что, когда я был в своей стране, меня там кормили, я не платил за аренду квартиры, все. Тут за все надо платить. Тут, понимаешь, каждый день у тебя, вот, время, все, ты должен лететь, ты должен, у тебя в 19:30 тренировка, все, ты должен закрыть вопросы, бац, пойти, потом поработать, потом сходить в магазин, потом это. Все. Я вам расскажу историю, что одна девочка 18 лет поняла, что больше всего ей нравится быть парикмахером. Для того, чтобы стать парикмахером, она переехала за границу. Она училась у специалистов, профессионалов. И буквально через несколько лет, работая на дядю, у нее стало столько клиентов, она очень любила свою работу. И маленькая, красивая, классная девочка достриглась до того, что она открывает свой собственный салон в центре европейского города. Вот представьте, маленькая девочка, которая просто умела работать руками. На нее обращают внимание, она нанимает таких же девочек, она проводит мастер-классы, курсы, она ездит по всему миру, и ей уже платят как коучу, который рассказывает, как правильно работать с клиентами и как правильно стричь людей и сделать из них красоту. И что сейчас? Сейчас жизнь этого человека, я точно знаю, выглядит так, что он думает уже о открытии второго салона. Маленькая девочка, которая изначально не была никем, очень много работала. У нее каждый день, она в 8 часов просыпается, она иногда работает до 2 ночи, приходит в ресторан, ужинает, ложится спать, а в 8 ее уже ждет автомобиль бизнес-класса для того, чтобы она ехала на работу. И так каждый день. С одним отпуском небольшим в году. Вот что значит, когда ты действительно знаешь, что ты хочешь, когда ты действительно любишь свою работу и когда ты знаешь, к чему ты должен прийти. И не важно, какая иммиграция, не важен язык. Таких примеров у меня очень много. И я когда их узнаю, я когда их изучаю, я их выписываю, я понимаю, что вау, у нее произошло, у нее получилось, у маленькой, красивой, классной девочки получилось. Значит, и у меня получится. Только надо знать, чего ты хочешь. Только надо работать как роторный трактор. Будут бабки у мужика, будут бизнес. Все, ты даже уже забудешь про эту иммиграцию. Ты скажешь: боже мой, спасибо, что я уехал со своей родины, да, и начал новую жизнь своей мечты. Я начал новую жизнь, я стал тем, кем я хочу. Может быть, вот этот отъезд, это именно то, что тебе надо. Оборвать оковы предыдущей жизни, которая тянула тебя назад. Именно поэтому ты уехал. И ты стал тем, кем ты действительно хотел стать. Либо ты проебал это время просто как скотина, которая будет валяться в пешеходном переходе. Только тебе решать. Никому другому. Я выбрал свой путь, идти до конца. И моя миссия — это стать очень знаменитым YouTube-блогером. Потому что я понял, что это мое.
Все, я понял. Творчество, никакой бизнес, только творчество, только добиться цели в этом плане. Ты можешь определить свою цель. И эмиграция тебе поможет. Через 2 года мы с тобой встретимся, мы сравним наши результаты, и ты скажешь: Олесь, ты был прав. Ты был прав. Я стал другим человеком, я стал сильным, крутым, классным. Все, на меня смотрят там, ну окей. Я сам себе доказал, и другие люди там просто восхищаются мной. Либо ты скажешь: нифига не произошло, я на канапе лежал и все. Понимаете? 2 пути, по которым ты можешь пойти. Поэтому я хочу, чтобы вы написали свою историю в комментариях. Я хочу, чтобы вы написали те вещи, которые именно вы использовали в эмиграции. Напишите, с какой вы страны, как произошло, почему вы переехали и чего вы добились. Если вы хотите тоже добиться успеха в эмиграции, если вы хотите тоже не извините, свое время зря, поставьте лайк этому видео. Если вы хотите добиться своей мечты, поставьте лайк этому видео, закрепите это. И, конечно же, вы будете следить за мной. Ну, я же не могу быть пиздом, чтобы я не был пиздом. Просто подпишитесь на канал, следите за мной, как у меня это происходит. Подпишитесь на основной канал, и вы будете видеть, какой контент я там делаю, автоконтент, связанный там с автомобилями, связанный с творчеством. Подпишитесь на этот канал, если вам нравятся разговорные видео, мотивирующие видео, если вам нравится то, что я делаю. И помните, что везет тому, кто сам себя везет. Везет тому, кто четко понял, чего он хочет и кем он хочет стать, что он хочет иметь. И везет тому, кто берет и вот так вот лесенку себе расчертил. Сегодня я делаю это. Пока я это не сделаю, я не засну, сделаю это. Пока я не засну, сделаю это. И кайфует от своей жизни. Не откладывает ее потом. Не говорит, что ой, я лучше подепрессирую. Идите гуляйте, дышите свежим воздухом, занимайтесь психологией, разбирайтесь в себе, заводите новые знакомства, добивайте свои цели, улучшайте себя в каждом аспекте, нарисуйте идеальную картину мира, двигайтесь. 5 лет пройдет, вы скажете: есть, я смог. Иначе через 5 лет у вас ничего не изменится, и вы впадете в такую жопу, в такое депрессивное состояние, из которого, извините, это видео вам не поможет вырваться. Именно сейчас тот момент, скажите себе: сегодня тот день, когда я готов изменить себя. Сегодня, не завтра. Вчера вы уже должны были этим начать заниматься. Спасибо большое, что были со мной. Успехов, удачи. Всех вас обнял и до новых встреч.